Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И давненько меня не было в эфире. Уже 1,5 месяца у меня на вот этом вот подъемнике висит вот этот вот водяной гусь. Прекрасный или не очень, не знаю. Что-то я решил вам о нем немного рассказать. Сейчас ноябрь, 20 ноября. Традиционно, когда заканчивается сезон, очередь никуда обычно не девается, но люди очень вяло принимают какие-то решения, вяло что-то привозят, многие отваливаются, переносят на сезон и так далее. А у нас работать желания тоже не сильно много, и мы все делаем в спокойном режиме. И вот этот вот гусь планово заехал к нам на зимнее обслуживание. Это гусь одного моего хорошего товарища. И охарактеризовать этот ремонт я могу как, наверное, ремонт мотоцикла целиком. Что с ним было? Это гусь 2013 года с пробегом около 30 тысяч, который приехал из Японии. Буквально вчера я общался со своим коллегой из Санкт-Петербурга, и мы внезапно с ним сошлись во мнении, что мы терпеть не можем BMW из Японии оба. Я как вот не говорю это своим клиентам, так они и все не верят в это все мероприятие, потому что дешевле, а вот эти маленькие пробеги, идеальное состояние и прочая лапша, которую вам повесят на уши. И мало того, что я не люблю сами гуси, так гуси из Японии это вообще жопа. Потому что ржавчина, дешевые комплектации непонятные, без там, я не знаю, как мотоцикл BMW можно купить без системы РДЦ. Что BMW в разных комплектациях это вообще разные BMW. Как с машинами это справедливо, так и с мотоциклами. Так еще и с состоянием вопросы. А конкретно здесь 13 год, еще и болячки 13 года. То есть мы здесь снимали мотор, закручивали генератор, закручивали гайку сцепления. Про болячки 13 года водянки я вам уже рассказывал. Значит, потом мы поставили мотор, отдали в ребилд подвеску, потому что она неадекватно работает. И многие, конечно, пофигу забивают и едут, пока едет, но вот человек, он сам работает с ход-развальщиком, и он соображает в подвесках, и как они должны работать, и он понимал, что что-то не так. Он ездил несколько дальников уже в этом прошедшем сезоне. Значит, мы сняли эти амортизаторы, отстояли очередь к хорошим специалистам. Одного хорошего специалиста я знаю во всей Москве. Всех остальных я не считаю хорошими специалистами, потому что был негативный опыт. Значит, человек отдефектовал амортизаторы, в переднем сгнил там какой-то цилиндр, но благо он был, его заменили, вот передний амортизатор собрали, и теперь хотя бы переднее колесо на этом мотоцикле присутствует. Вот, тут еще он заодно еще морду подбил немножко в конце сезона, тут крыло новое, резина сразу новая. Вот. Задний амортизатор вскрыли, там тоже ржавый гнилой цилиндр, по которому работает резинка, там масло, связанное с регулировкой поджатия, что ли, пружины. И нету этой запчасти. И самое смешное, что мы хотели купить новый амортизатор, он стоил порядка 60 тысяч рублей, был один в Москве, но кто-то его выкупил прямо у меня из-под носа, и теперь он стоит типа там 80, что уже как бы не очень сильно бюджетно. Тут как бы весь мотоцикл 1 000 000 стоит, а я всегда говорил, что есть смысл добавить там 300 и купить просто более свежий год. Короче, проблема в том, что теперь мы купили бэушный амортизатор, потратив на это чуть ли не 30-ку, самый лучший, какой нашли, и теперь еще его пытаемся отремонтировать. И вот вся вот эта вот эпопея я уже забил, мне уже человек говорит, давай просто поставим бэушный, следующей зимой снимешь. Я говорю, еще следующей зимой вот это терпеть, давай мы уже, если делаем, то делаем мы как следует. Тут уже новый оригинальный пластик сейчас почти приехал, я уже думал, запчасти из Германии доедут, потом он пару пластмассок покрасить, а вот и нет. Оказалось, что все даже из Германии может ехать быстрее, чем мы разберемся с этими вопросами здесь. И вот сейчас второй амортизатор на дефектовке ждет своей очереди, там каждый раз очередь недели по 2, и это потому что не сезон, потому что в сезон попасть туда вообще нереально. И вот такая вот история. Мы перебираем, собираем из того, что есть, поэтому работы
в любом случае до хрена. И работы будет становиться все больше, потому что мастеров толковых очень мало, а желающих что-то восстановить в текущей экономической ситуации, я думаю, сами понимаете. Потому что новая техника начинает стоить совершенно невменяемых каких-то денег, и многие все больше и больше и больше восстанавливают старое. Я эту тенденцию наблюдаю последние годы. И, к сожалению, даже это не мотивирует меня работать больше. Это, наоборот, заставляет меня задуматься о том, чтобы закрыть сервис, потому что, в принципе, я уже достаточно давно от него устал. У меня зреет, в принципе, в голове идея тех тезисов, которые я хочу сказать в видео, почему я закрываю сервис. Но, так или иначе, еще сезон, я думаю, что будем работать. Потому что, как минимум, гигантские остатки запчастей и, как минимум, переход на другую тему, он тоже не проходит идеально гладко. А так, вообще, я уже довольно активно занимаюсь авто и мотоключами. Я думаю, вы уже в курсе, вы уже видели. Если читаете мою телегу, то стопудово про это от меня уже много слышали. А если не подписаны, то рекомендую подписаться. Сейчас здесь будет ник. И помимо автоключей я все-таки задумал уходить в электронику, связанную с мотоциклами. Уже сейчас я спасал как-то Хонду одну, не знаю, рассказывал про нее или нет. На нее неудачно восстановили ключи на одном авторынке. Она простояла там 2 месяца, я спасал блок управления двигателя. Ну, понятно, что тоже не исключительно своими силами, и даже не исключительно силами в России, но тем не менее Honda ожила, и блок управления двигателем, который было очень трудно найти, исправен и ездит. Соответственно, в общем, прошивки, кодирование BMW, в частности, вот все, что связано с BMW, дополнительные опции, кодирование блоков, привязка там, блоков управления, клонирование блоков управления, привязка приборных панелей и так далее. И все это вместе с авто и мотоключами, то есть замками, изготовлением ключей по замку и так далее, и так далее. В общем, такие вот у меня размышления. Конечно, мы по-прежнему, как и предыдущие зимы, собираем моторы. Там вот лежит мотор от 44-го кузова с 400-ки, который сейчас в процессе сборки. Это будет хороший мотор, но это будет дорогой мотор. Вот как ни крути, я вот собирался, у меня пол-лета лежали запчасти, и у меня вот только сейчас дошли руки для того, чтобы его как-нибудь собрать. Потому что моторов нет, и как только приезжает кто-то с проблемами, ему зачастую даже поставить нечего. Очередь на ремонт у нас, конечно же, осталась, но я сейчас остановил запись. У нас есть там какие-то около 30 человек сейчас в очереди, которые ждут и которых я постепенно беру, но не набираю много, потому что нам не нужно тут много техники хранить. То есть мы заканчиваем, отдаем какой-нибудь один мотик и берем другой. Там вот за кадром еще стоит разбитая 650-ка, которую предстоит восстанавливать. В общем, ну тут много интересного. Там вот стоит 650-ка, на которой, как только освободится долгостройный подъемник, мы будем разбирать и перебирать двигатель. На нее уже точится поршневая. В общем, движух много. Что касается гуся как мотоцикла в целом. Вы знаете, очень много людей эти мотоциклы типа прямо любят, восторгаются ими и так далее. Вы все знаете, что я езжу на гантеле, и у меня гантеля уже не первая, а аж 3-я по счету. И много раз я задумывался о том, что гусь это, наверное, какой-то интересный мотоцикл, раз все его так обожают. Но, к сожалению, я пробовал сам кататься на 2 гусях. У меня была 800-ка 15-го года, которую я восстанавливал, там продавал, были заморочки с ней. Был у меня 1200-й Adventure сухой, который просто был целый и хороший. И я тоже какое-то время, он у меня стоял на перепродажу. И оба эти мотоцикла ничего кроме разочарования у меня не вызвали, потому что я их не понимаю. Они довольно тяжелые, высокие, со своим ростом справиться я с ними не могу. Центр тяжести по сравнению с гантелей там очень высокий, управлять мне ими очень тяжело. Да, безусловно, лежачий полицейский ты можешь проезжать не тормозя. И в принципе на этом плюсы заканчиваются, потому что если резина асфальтовая, никакие там не шашки, то на бездорожье этот мотоцикл может не больше, чем гантеля. То есть гантеля проедет абсолютно
ровно везде, где может проехать гусь, за тем лишь исключением, что на гусе это будет чуть-чуть комфортнее. Но с той лишь поправкой, что гусь никогда не съезжает с асфальта, я думаю, что этот плюс крайне сомнителен. Наверное, если путешествовать в какую-нибудь Монголию или вот куда-то в те края, гусь интересен, но не мне, потому что мне не интересны такие путешествия по бескрайним степям, где ни хрена нету. Мне интересно путешествие по Европе, например. Технически сам по себе гусь сделан, в принципе, неплохо. В традициях BMW понятно, что первый год выхода модели отрабатываются косяки, какие-то сырые моменты, а потом дальше все улучшается и все дальше хорошо. Брать можно, но главное, чтобы нравилось. Потому что, как я уже говорил в своем обзоре на гантелю, я готов был бы простить ей любые проблемы, если бы они у меня возникали, но только потому, что этот мотоцикл дарит мне достаточно эмоций. Вот гусь мне ни хрена эмоций не дарит. Я к нему отношусь весьма скептически и так немножко шутливо говорю, что это не мотоцикл, а мотор с колесами. Хотя на нем можно ездить, да. Он, наверное, для кого-то прикольный. Он в чем-то универсальный, как и многие другие адвенчеры. Но я вообще, к сожалению, не понимаю класс адвенчеров. Мне вот как-то не дано, видимо. Для меня большие туристы, спорт-туристы. Даже макси-скутер для меня был бы предпочтительнее, чем гусь. Вот такое вот у меня странное отношение. Многие не поймут, многие захейтят. Но как есть. И в основном я очень редко беру гуси в работу, потому что в основном мне не откликаются ни сами мотоциклы, ни очень часто те, кто на них ездит. Почему-то мне не очень везет с владельцами гусей. Как бы вы не обижайтесь, но почему-то вот ко мне приезжает такой странный контингент на них, что работать с ними мне неприятно. Почему-то на Кассерии совсем другие люди ездят, более серьезные, более адекватные, какие-то более нормальные. Мне с ними просто приятнее общаться, я с ними на одной волне. И, наверное, это хорошо. Разные люди, в какой-то степени характер человека зависит от характера мотоцикла. Наверное, это правда. После того, как мы закончим с этим мотоциклом всю техничку, я обновлю на нем все блоки. Возможно, мы его прошьем, потому что у гусей есть проблемы с тягой на низах, и этот вопрос можно решить. Скорее всего, мы на него добавим пару интересных опций. Например, когда прожимаешь ручку дальше и мотоцикл удерживается тормозами, как на ручнике. Забыл, как эта опция правильно называется. На всех гантелях она, как правило, есть с 2014 года. Я тут буквально не очень давно узнал, что, оказывается, и на старых гантелях, говорят, ее без проблем можно активировать. Очень классная штука. Также этот мотоцикл мы, вероятно, будем оснащать круизом и датчиками давления в шинах, но уже явно не этой зимой, потому что тут у человека уже ограничены бюджеты. Тут и так очень-очень много затрат. Он хочет этот мотоцикл прям вот хорошо для себя. Пересел он на него, кстати, с Сибихи 1300, которую тоже когда-то купил по моей рекомендации, как очень универсальный и прикольный мотоцикл. Но Honda есть Honda, она надежная, прикольная, но простая, и из нее вырастают. Если идешь куда-то в серьезные путешествия, то Honda уже никаких особо интересных мотоциклов, на мой взгляд, не предлагает. Насчет Африки, не знаю. Я лично очень скептически на нее смотрю. Таков путь, таков взгляд. А с вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Не знаю, что получится, даже не знаю, как назовется это видео, потому что рассказ достаточно сумбурный, но хотелось до вас донести все, что происходит в мастерской. Хотелось дать понять, что я не пропал. Очень надеюсь, что YouTube начнет улучшать свою работу в России. Вроде как говорят, что это в ближайшее время возможно и вполне вероятно. Так что будем продолжать, будем стараться для вас. Пишите любые комментарии, все буду очень рад прочитать. На адекватные буду рад ответить. Покупайте только хорошие мотоциклы. Ждем сезона. Всем удачи, всем пока.